На заре механизации сельского хозяйства было принято строить большие и тяжелые машины. По меркам начала 20 века 10-тонный трактор – это легкий трактор. Обусловлено это было в первую очередь технологиями, во вторую – потребностями. Например, Кейс-150 имел массу 38 тонн, но при этом мог сдвинуть с места все, что угодно. Все стало меняться в 1920-х, когда паровые машины были окончательно заменены более компактными и эффективными машинами с двигателями внутреннего сгорания. Вслед за ними появились и совсем небольшие тракторы. Друзья, всем привет! Это 43-й выпуск серии Про, и сегодня мы говорим про малогабаритные тракторы. Парадоксальным образом развитие малогабаритной сельскохозяйственной техники стимулировала Великая депрессия 30-х годов. В условиях экономического кризиса фермеры стремились снизить производственные затраты и повысить эффективность и искали замену дорогостоящим тракторам и низкопроизводительной конной тяге. А как известно, спрос рождает предложение. Одним из пионеров сегмента малогабаритных сельскохозяйственных машин стала британская Bristol Tractor Company. В 1933 году они представили модель Bristol 10, один из первых серийных гусеничных мини-тракторов, разработанных специально для садовых и тепличных хозяйств. Машина оснащалась двухцилиндровым бензиновым двигателем Douglas объемом 1,2 литра. Мощность около 10 лошадиных сил. Масса трактора 580 кг. Трансмиссия имела 3 передачи вперед и 1 назад. Особенностью модели была система резинометаллических гусениц, повышающих плавность хода и снижающих вибрации. Максимальная скорость 6 км в час. Часовой расход топлива около 2,5 литров. Bristol 10 применялся на вспашке, культивации, прополке и посеве. Также он мог агрегатировать небольшие прицепы. Несмотря на немногочисленность конкурентов в лице самодельных машин и модифицированных культиваторов, трактор массовым не стал. Основные причины – высокая стоимость, сложность обслуживания и ограниченная дилерская сеть. Производство было прекращено в 1935 году. Количество изготовленных машин – не более 300. Эталоном в сегменте компактных гусеничных машин стала компания Ransom Sims Jeffries. В 1936 году они выпустили модель Ransom MG2. Трактор оснащался одноцилиндровым четырехтактным двигателем Sturmey Archer объемом около 600 кубических сантиметров, мощностью всего 6 лошадиных сил. Трансмиссия имела 1 передачу вперед и 1 назад. Масса машины 500 кг. Емкость топливного бака 10 литров, что обеспечивало до 6 часов непрерывной работы. MG2 также практически не имел прямых конкурентов, но он был надежным и недорогим, что позволило ему завоевать не только британский, но и проявлявший интерес к подобной технике французский рынок. К середине 1950-х годов было изготовлено более 3000 таких машин. Революцией в компоновке компактных сельскохозяйственных машин стал заднемоторный американский Model G компании Allis-Chalmers. Model G является первым серийным заднемоторным трактором в мире. Период производства с 1948 по 1955 год. Основное назначение – выполнение сельскохозяйственных и вспомогательных работ на небольших фермах и садовых хозяйствах. За 7 лет производства было выпущено 29 976 единиц. Трактор оснащался четырехцилиндровым бензиновым двигателем Continental N62 объемом 1 литр. Так как трактор американский, то для подтверждения своих характеристик он, естественно, прошел Nebraska Tractor Test. Испытание номер 398, июль 1948 года. Тесты показали мощность 10,33 лошадиных сил на шкиве двигателя и 9,4 лошадиных сил на тяговом брусе. Масса трактора 635 кг. Заднемоторная компоновка имеет несколько преимуществ. Хороший обзор навесного оборудования,
оптимальная развесовка и возможность установки орудий непосредственно под рамой трактора. Трансмиссия имела 3 основные передачи и одну дополнительную пониженную, что обеспечивало скорость движения от 2,5 до 11 км в час. Емкость топливного бака 19 литров. Запас 8 часов непрерывной работы. Model G имел широкую линейку специализированных орудий, от плугов и культиваторов до косилок и сеялок. В качестве опции предлагалась и гидравлическая навеска. Основной причиной снятия трактора с производства стало развитие химических средств защиты растений. К середине 1950-х опрыскиватели и гербициды частично заменили механическую обработку, для которой и был предназначен Model G. Спрос на технику упал. В 1953 году Sears, Roebuck & Company выпустила трехколесный садовый трактор David Bradley Tri-Track. Он оснащался одноцилиндровым двигателем Wisconsin мощностью 6,1 лошадиных сил с рабочим объемом 291 кубический сантиметр. Система охлаждения воздушная, стартер ручной. Трансмиссия имела одну передачу вперед и одну назад. Максимальная скорость движения 7 км в час. Собственная масса трактора 405 кг. Для Tri-Track также предлагалось различное оборудование: плуг, культиватор, косилка, сеялка, а также бульдозерный отвал и снегоочиститель. За 4 года было произведено около 4000 единиц. Основными проблемами были устойчивость, маневренность и безопасность. Говорят, что даже конструктор боялся ездить на этой машине и отказывался с ней фотографироваться. В 1955 году на рынок вышел RJ35 Right Way Jr. компании Wheelhorse, ставший основоположником сегмента четырехколесных тракторов для домашнего хозяйства и сада. RJ35 мог оснащаться несколькими одноцилиндровыми двигателями на выбор: Clinton B1200 мощностью 3,6 лошадиных сил, Kohler K90 мощностью 3,5 лошадиных сил и Briggs & Stratton мощностью 2,5 лошадиных сил. Самый большой из них был Clinton, рабочий объем цилиндра которого составлял 200 кубических сантиметров. Особенностью трактора было расположение двигателя между рулем и сиденьем. Трансмиссия включала в себя ременную передачу и редуктор заднего моста. Рама изготавливалась из уголка или швеллера. Также при производстве использовались различные мотоциклетные и автомобильные компоненты. Ранние модели использовали тросовое рулевое управление, в которой связанный с поворотными кулаками трос наматывался на барабан рулевого вала. Позднее данная система была заменена рычажной. Управление навесным оборудованием осуществлялось вручную. Wheelhorse RJ35 применялся для стрижки газона, скашивания травы и обработки почвы. Интересно, что RJ35 в зависимости от года выпуска имел разную окраску колесных дисков. В 1955 году серебристые передние и черные задние, в 1956 году все черные, а в 1957 все белые. Продукция компании Wheelhorse была настолько успешна, что к концу 50-х годов спрос превысил производственные возможности. В результате компания расширилась, а в 1958 была представлена и новая модель RJ58, оснащенная трехступенчатой трансмиссией. Wheelhorse заложили основы индустрии садовых тракторов. Многие ее решения стали стандартом: расположение двигателя, система навесного оборудования, эргономика управления. Ярким представителем начала 60-х стал Cub Cadet Original от компании International Harvester. Масса 278 кг, мощность двигателя 7 лошадиных сил, максимальная скорость движения 6,5 км в час, часовой расход топлива 2,8 литра. Общее количество изготовленных машин 65 457 единиц. Трактор имел трехступенчатую коробку передач, но в качестве опции мог оборудоваться понижающим редуктором, который удваивал их количество. Передача крутящего момента с двигателя на КПП осуществлялась через ремень. Сцепление сухое однодисковое.
Начальная стоимость Cub Cadet составляла $1395, что в современных ценах составляет примерно 13 тысяч. Трактор рекламировался как машина выходного дня и ориентировался на обеспеченных домовладельцев. Гидравлической системы модель также не имела. Подъем оборудования осуществлялся вручную. В 1963 году компания John Deere выпустила модель John Deere 110, которая выпускалась до 1974 и стала самым долгоживущим проектом в истории компактных тракторов. Уникальной чертой стало применение в трансмиссии механического бесступенчатого вариатора. Трактор комплектовался различными двигателями Kohler мощностью от 7 до 10 лошадиных сил. Масса в зависимости от комплектации составляла от 230 до 280 кг. Колесная база 111 см. Общий тираж более 310 тысяч единиц. John Deere 110 был первым садовым трактором, предлагавшим в качестве опции гидравлическую навеску. А еще он был оборудован системой безопасности, которая автоматически отключала вал отбора мощности при движении задним ходом. Венцом американской инженерной школы 60-х годов стал Bolens Husky 1050. Husky значит крепыш. Он выпускался с 1966 по 1969 год и стал первым садовым трактором, способным работать с косилкой на скорости около 10 км в час. Husky 1050 имел мощность 10 лошадиных сил, шестиступенчатую коробку передач и огромное количество навесного оборудования от косилок до снегоуборщиков, что позволяло утолить потребности даже самого требовательного владельца. В СССР тоже были садовые тракторы, но только весили они более 1,5 тонн и были ориентированы на большие хозяйства. Из малышей мне попался только ТТ-2, который, конечно, не садовый, но все равно интересный. Производство трактора было налажено в 1965 году на Юргинском машиностроительном заводе. Он оснащался 4,5-сильным двигателем ZIT объемом 520 кубических сантиметров и трехступенчатой коробкой передач. Масса трактора около 500 кг. Максимальная скорость 25 км в час. Основное назначение ТТ-2 – транспортировка грузов внутри промышленных предприятий и почтово-багажных тележек на железнодорожных станциях. Первым по-настоящему садовым серийным российским трактором стал курганский КМЗ-012. КМЗ-012 выпускался с 2002 по 2017 год и в зависимости от модификации имел массу от 690 до 745 кг. Базовая модель комплектовалась двухцилиндровым бензиновым двигателем СК-12 казахстанского производства мощностью 12 лошадиных сил. На КМЗ-012Ч стоял челябинский дизельный двигатель мощностью 12 лошадиных сил ЧТЗ «Уралтрак». Сердцем КМЗ-012Б стал американский двигатель Vanguard мощностью 14,8 лошадиных сил, а КМЗ-012Н – немецкий ХАЦ мощностью 14,3 лошадиных сил. Трактор имел 4 передних и 2 задних передачи или, в ранних версиях, 5 передних и 1 заднюю. КМЗ-012 предназначался для малых фермерских и личных подсобных хозяйств и мог выполнять широкий спектр задач. От обработки земли и возделывания культур до заготовки сена и кормов. На тракторе установлены 2 трехточечные гидравлические навески, передняя и задняя, а также 2 зависимых вала отбора мощности, что значительно расширяет его функционал. Информация о точном количестве произведенных машин в открытых источниках отсутствует. Развитие малогабаритных тракторов прошло огромный путь. Гусеничные и колесные, передние и заднемоторные, с гидравликой и без. Постоянное стремление к повышению удобства эксплуатации и расширению возможностей техники рождает все новые машины. И это только начало. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока!